Раз уж пошла сейчас такая мода вспоминать былое, и людям так уж полюбилось копаться в некоторых местах истории, я приглашаю вас на мой экскурс в анал Virtua Fighter. Эта серия – один из наиболее значимых моментов в истории 3D-файтингов и всего жанра в целом. Но до сих пор для среднестатистического файтера ВФ это просто куча задротного, сложного, непонятного дерьма. Да, среди вас есть и те, кто уже знает, в чем дело, но и вам, я надеюсь, найду что рассказать. А до остальных я попытаюсь донести, что же это такое было, и попробую сформировать правильное представление о серии, без лишних прикрас и цинизма. Итак, раз уж мы здесь, пожалуй, начнем погружение в полигональный анус на свалке истории, коим является первый Virtua Fighter. Почему так грубо? Да потому что сейчас в это играть так же невозможно, как в первые два Текена, например. Тем не менее, посмотреть тут уже есть на что. Хоть это и был первый 3D-файтинг, и серия вообще славится типа реализмом, тут уже есть вполне солидные комбы, которые даже тестили в альфа-версиях. Каги уже подкидывает всех на высоту небоскреба, у персонажей уже есть некоторые простейшие лаунчеры, а Twin Pistols Казуи пришел в Текен прямо от Джеффри. И даже Инфинитам тут нашлось место. Кроме того, эта игра уже опередила жанр на несколько лет вперед, например, сформировав представление о ударах и уровнях ударов в 3D жанре. Все средние удары здесь блочатся только стоя, нижние только сидя, и под всеми верхними ударами можно пригнуться. Нет спешилов и канселов, вместо них уже серии и солидные мувсеты. Однако система бросков все еще очень отдает 2D файтингами, причем конкретно вторым стритфайтером. Начальной анимации броска нет. То есть при промахе броском выходит просто удар. Или ничего. Возможно, это потому, что я играю в версию для Sega 32X, не знаю. В общем, он делается через разные команды в упор к оппоненту. Единственное отличие – бросок можно присесть, но у некоторых персонажей есть и броски по сидящим. И броски тут уже перебиваются ударами, то есть за стартап удара схватить броском не получится. Но эта часть Virtua Fighter больше про футсис, чем про миксапы. Видимо, это сделали для того, чтобы броски не были слишком дешевыми. В конце концов, оппонента тут можно убить всего двумя бросками. Блок уже расположен на кнопку и уже присутствует крауч дэш, выполняющийся так же, как обычные дэши, только двойным нажатием одной из нижних диагоналей. И уже есть удары из положения сидя, которые можно делать через крауч дэш. Единственное, чего не хватает, чтобы назвать это полноценным 3D файтингом, это эвейдов. Видимо, слишком сложно было добавить это в игру тогда. Кстати, по поводу фич. Тут можно в настройках также изменить угол камеры, как, например, в Текене первом. И можно даже изменить размер арены, если вам оно надо. Прыжки все еще до луны, и в этом для 3D не было никакого смысла даже тогда. В целом, хоть игра и корявая, не играть в нее сейчас неприятно, а смотреть и тем более. Что это за херня? Но для своего времени игра была очень нова, проблески мысли были заметны уже тогда, и привели они нас к продолжению серии. К охуенной, невероятной второй части, о которой я расскажу вам в следующем видео. Если вам, конечно, понравилось это. К слову, за месяц до нее вышел первый Tekken. Да, он тогда, как мы все хорошо помним, был еще хуже VF1. В основном из-за непереносимо тугого геймплея и кастрированной механики. Тогда Namco еще не понимали, как сделать файтинг. Единственное, до чего они так и доперли, это анимация стартапа броска, и это уже показывает, что Namco все-таки неплохо справляются с тем, что забирают чужие идеи и немного их развивают. Точнее, справлялись с этим части до 6, но об этом позже. В остальном, тогда Tekken был еще дешевым корявым клоном VF. Это не значит, что я не люблю серию, просто в первой части нет ничего, что было бы хоть немного лучше Virtua Fighter. Что нельзя сказать о последующих поделках от Namco, которые мы тоже обязательно затронем в следующих видео. А пока что у меня все. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, бла-бла-бла-бла-бла, дайте денег.